Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина. И сегодня у нас на обзоре цифровое пианино Kurzweil K120LB. Поехали! Бренд Kurzweil, уже успешно зарекомендовавший себя на рынке цифровых клавишных инструментов, имеет линейку как более начальных цифровых портативных инструментов, так и для более профессиональных музыкантов. Модель K120 – одна из более усовершенствованных моделей данного бренда и сочетает в себе не только функции цифрового фортепиано, но и может использоваться как синтезатор. Здесь огромное количество функций. Есть функции автоаккомпанемента и, помимо прочего, различное большое количество эффектов и обработки звука. Но по порядку, по характеристикам, здесь у нас 88 полноразмерных клавиш, взвешенная клавиатура, сделанная под молоточковую механику. Это огромный плюс у таких инструментов, поскольку он максимально приближенно имитирует нажатие как на акустическом инструменте, имея при этом достаточно компактные габариты. В отличие от корпусных инструментов, в таких видах не идут в комплекте стойки, они докупаются отдельно. Здесь в комплекте идет пюпитр, идет одна педаль рояльного типа и также, соответственно, блок питания. В принципе, вот здесь довольно-таки компактный вариант именно в наборе этого инструмента. По поводу того, какие здесь характеристики, здесь 128 голосов полифонии. Как показала практика, это с головой достаточно для таких инструментов. Здесь имеется 600 встроенных тембров. В отличие от предыдущих моделей K70 и K90, где было всего 20 тембров, здесь уже невероятный обширный набор разных инструментов, большое количество именно фортепианных тембров и помимо этого, большая библиотека различных синтовых инструментов, оркестровых инструментов, в общем, на любой вкус и цвет, как говорится. По поводу стилей, здесь 230 вариантов стиля автоаккомпанемента, что, на мой взгляд, тоже достаточно много, и зачастую люди, конечно, даже не пользуются таким огромным количеством стилей, но при этом больше шансов, что вы найдете именно то, что вам нужно. Ну и, конечно же, здесь есть порядка 150 различных вариантов демонстративных мелодий. Кстати, на их базе можно будет и использовать функцию обучения. То есть здесь в плане функционала это просто шикарный инструмент. Поэтому вы можете ограничиваться не только классической игрой, но и чем-то более современным. Ну что, предлагаю долго не разговаривать и сразу перейти к демонстрации тембров, конечно же, гранд-пиано. Это первый тембр в нашей библиотеке. Посмотрим, как же он звучит. Или, например, посмотрим, как здесь звучит тембр Bright Piano.
Как я уже сказала, здесь насчитывается 9 различных тембров классического фортепиано, от наиболее традиционных до, например, вариантов хонки, которые звучат как расстроенный рояль. Поэтому здесь можно, опять же, подобрать тембр для вашего произведения. То есть для чего-то более кантиленного выбрать что-то помягче, по типу mellow, либо взять вариант яркого, играть что-то концертное, либо более эстрадное, либо, например, что-то эффектное, классическое. То есть в этом плане, конечно же, здесь большой плюс, что есть вариант выбора. То есть вы можете действительно подобрать тембр тот, который будет вам ближе. Немножечко по другим тембрам. Здесь есть отдельные секции. Они у нас видны на нашей рабочей панели. Верхняя как раз-таки линия — это секции наших тембров. Они разделены на определенные группы, но внутри каждых этих инструментов большое количество других инструментов. То есть если, например, мы видим секцию гранд-пиано, здесь не только классический фортепиано, но и что-то более электронное. Или, например, у нас есть самая последняя секция якобы духовых инструментов деревянных, но туда и входит и большое количество всяких синтовых тембров, поэтому здесь довольно удобно перемещаться между ними, плюс вам не нужно вводить на каждый номер определенные числа, вы можете легко перемещаться между тембрами с помощью колеса, что позволит достаточно удобно переключаться между тембрами как и разных групп, так и внутри группы. Что у нас по второй секции? Здесь у нас секция электрофоно. Посмотрим, как она звучит здесь. Или, например, здесь есть секция вибрафонов. Здесь не только вибрафоны, здесь есть и ксилофоны, и различные маримбы. Посмотрим, что у нас есть из этого варианта тембров. Или, например, довольно большая секция органов. Здесь есть органы как и электронные, так и классические церковные. Предлагаю попробовать и те, и другие. Начнем с тембра более эстрадного органа. Или, например, тембр церковного. Конечно же, здесь есть отдельная секция гитар. Здесь есть тембры как акустической гитары, так и, безусловно, варианты электрогитар. Сейчас мы некоторые из них посмотрим. Начнем, конечно же, с акустической гитары. Безусловно, как без секции струнного оркестра и струнных инструментов, здесь они разбиты, конечно же, по сольным струнным инструментам. Есть варианты ансамблевой игры. Посмотрим классический вариант струнного оркестра.
И даже есть вариант пицциката. Что же по духовым инструментам? Здесь у нас есть большое количество библиотеки медных инструментов, такие как трубы, тромбоны. И также есть варианты духовых инструментов, конечно же, флейточки в нескольких вариантах. И здесь есть не только классические тембры флейты, но и что-то более этническое. Например, здесь есть тембр панфлейты. И здесь этот тембр еще и добавляется вместе с вибрато для того, чтобы показать тембр более естественным, что очень здорово для именно таких инструментов. Ну и пару тембров из синтовой секции. Они находятся сразу после духовых инструментов. Здесь их гигантское количество, порядка 300 различных вариантов более таких синтетических звуков. И, например, здесь есть тембр такого варианта. Все, конечно же, 300 вариантов я не смогу показать, но здесь действительно много различных эффектов, которые можно использовать, поэтому здесь на любой вкус и цвет, как я уже говорила ранее. Ну, теперь прикоснемся к нашей секции стилей. Как я уже сказала ранее, здесь 230 вариантов различного автоаккомпанемента, от более традиционных балладных вариантов до чего-то более современного, например, техно-стиля или рэп, хип-хоп, и все в таком духе. Для того, чтобы перейти в секцию стилей, у нас есть отдельная клавиша. Она нас сразу погружает в меню выбора стиля. И в левой части нашей рабочей панели также по аналогии с тембрами верхняя линия отображает разные секции этих стилей. Они выделены под каждой категории, но внутри каждой категории, безусловно, большое количество других стилей, между которыми можно переключаться также с помощью колеса. Попробуем сразу продемонстрировать вариант с использованием автоаккомпанемента. Здесь можно заметить платформу для работы именно внутри автоаккомпанемента. Здесь у нас стандартные клавиши старт-стоп, синт-старт для того, чтобы начинать сразу играть в момент нажатия клавиши. Есть клавиша вступления и окончания, различные вариации для того, чтобы разнообразить фактуру автоаккомпанемента, chord mode, который позволяет нам именно гармонизовать наш автоаккомпанемент. Здесь есть два варианта. Есть полный вариант, когда мы классически задействуем левую часть клавиатуры и просто нажимаем аккорды, он гармонизует самостоятельно. И есть вариант full range, который позволит нам гармонизовать автоаккомпанемент в любой части клавиатуры. Не только левой рукой, но и правой в том числе. Есть клавиша Fade, которая позволит сойти на нет вашу композицию. Но и есть клавиши переключения темпа. Можно поменять на более быстрый или медленный. И классной фишкой в этих автоаккомпанементах то, что здесь возможно редактировать сам автоаккомпанемент. То есть, например, здесь можно изменить его громкость, чтобы он был чуть более сдержанный с точки зрения звучания, именно самого эффекта. Но, помимо всего прочего, здесь есть возможность добавлять свои автоаккомпанементы. Делается это с помощью флешки, разъем для которого вы можете заметить в правой части инструмента. Здесь есть небольшое количество пространства для того, чтобы загрузить через флешку сюда свой автоаккомпанемент
подходящий под формат инструмента, что очень здорово, но если вам не хватает этих 230 штук, вы можете создать что-то свое уникальное. Ну, попробуем сразу же, начнем с какого-нибудь стиля. У нас здесь выбран уже вариант 107. Поставим син-старт, поставим вступление, поставим, ну, пусть будет, значит, гармонизация в левой части клавиатуры. Ну, попробуем. Вот такой замечательный вариант можно изобразить на этом инструменте. Конечно же, вы можете не использовать гармонизацию баса и пользоваться автоаккомпанементом только как ритмической подложкой. И также добавить, например, на этот автоаккомпанемент вступление ритмическое или окончание, или, например, все убрать на фейд. Немного расскажу по дополнительным функциям, которые есть у этого инструмента. Здесь имеется функция записи. Здесь можно записать как один полноценный трек, так и здесь есть секвенсор на 5 песен. Помимо прочего, здесь есть банки пользовательские для того, чтобы сохранять туда параметры настроек вашего тембра и стиля автоаккомпанемента. И помимо прочего, конечно же, можно загрузить в эти параметры какие-то акустические настройки, которые вы используете под конкретную композицию, чтобы вы могли быстро переключаться между уже запрограммированными вариантами ваших настроек. То есть вот они здесь указаны в правой части нашей рабочей панели. Здесь как раз находятся эти банки. Если мы переключаемся между ними, мы видим, что в каждом из них уже, например, заточен какой-то другой тембр. То есть так можно настроить каждый пользовательский банк под ваши собственные настройки. И еще мне хотелось бы рассказать про функцию Performance Assistant, которая есть у этого инструмента. Эта функция настоящая палочка, выручалочка для тех, кто не очень умеет играть на инструменте и хотел бы, например, использовать какой-то более интересный аккомпанемент для своей игры. Эта функция может использоваться как на тембре гитары, так и на тембре фортепиано. Может быть, вы уже догадались, что из себя представляет эта функция. Как-то мы уже в одном обзоре демонстрировали ее на подобном инструменте. Эта функция позволяет автоматически использовать, например, гитарный перебор как на живой гитаре. Здесь у нас клавиша Perform находится в центре. Сразу мы оказываемся в меню уже нашего эффекта Performance Assistant. И здесь у нас стоит тембр гитары, на котором мы будем тестировать данную функцию. Сейчас наша клавиатура визуально разделяется на несколько частей. У нас есть часть клавиатуры, которая отвечает за основной тон нашей гармонии. Он у нас внизу.
Серединная часть у нас будет отвечать за переборы или, например, за какой-нибудь фактурный вариант игры на гитаре. Давайте попробуем сразу, как это будет звучать. Мы возьмем какой-нибудь тон, гармонию и попробуем ее использовать уже с функцией, например, перебора. Сейчас вы услышали вариант, как можно использовать этот инструмент как инструмент гитару. То есть здесь у нас не важно, что вы играете в правой части клавиатуры. В принципе, вы можете держать только одну клавишу. Здесь ноты перестают работать. То есть у вас меняется только гармония в левой части. А здесь вы выбираете функцию. Например, перебор или какой-то определенный бит. Или можно даже сыграть соло, как на живой гитаре, используя при этом только гармонию в левой руке. Довольно интересная штука, и действительно для записи какой-то своей музыки, или, может быть, даже вы захотите исполнить какую-то песню, при учете, что здесь есть отдельный разъем под микрофон, и сюда можно подключить микрофон и петь вместе с микрофоном, это вообще может быть полноценным инструментом для выступления, то есть вы можете его использовать не только как клавишный инструмент, но и как своего рода струнную, в точности, гитару. Ну что, мы уже вынуждены подводить итоги, потому что действительно в этом инструменте неограниченное количество функций, а точнее их здесь так много, что, к сожалению, весь обзор мы не можем поместить все возможные функции. Здесь еще, конечно же, были варианты различных эффектов, конечно же, есть dual и сплит, как же без них. Но что мне лично от себя хотелось бы сказать, что здесь, пожалуй, помимо того, что имеются какие-то вот классические функции в плане хороших тембров фортепиано и вообще прекрасной библиотеки тембров, здесь просто безграничное поле для творчества, для создания какой-то музыки. На мой взгляд, за счет того, что клавиатура достаточно тяжелая, она полноразмерная, она чувствительная к нажатию, может использоваться как и для занятий классической музыкой. Кстати, как я уже сказала ранее, в комплекте идет педаль именно рояльного типа. Но и для тех, кто хочет освоить вот это невероятное многогранное пространство создания своей музыки, это будет идеальный инструмент для того, чтобы попробовать создавать что-то свое. Конечно же, здесь есть и разъемы под наушники, здесь их 2 штуки. Конечно же, как я уже сказала ранее, есть разъем под микрофон, его можно будет напрямую подключить и петь, и играть одновременно с этим инструментом. Пожалуй, здесь единственный минус только в том, что здесь реально огромное количество функций. И на первый взгляд это все кажется необъятным, но на самом деле для тех, кто интересуется такими инструментами и различными классными примочками и штуками, я очень советую рассмотреть этот инструмент. Его можно будет, конечно же, использовать как MIDI-инструмент, подключить его через разъем к компьютеру, использовать как полноценную рабочую станцию. Поэтому очень рекомендую для ознакомления и тем, кто только хочет начать заниматься, и тем, кто уже профессионально освоил инструмент и хочет чего-то большего. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока.
Этот инструмент, как я уже сказала, выполняет функции синтезатора в том числе. И, конечно же, для создания музыки он может... Не буду я это здесь говорить сейчас еще. Да, жанра Полина, представительница жанра техно-рэп хип-хоп. Это, короче, новое. Поехали. Давай, еще раз.